У этого робота 2 распылителя, поэтому он моет стекло в какую бы сторону ни ехал. Вместительный бак, страховочный трос с креплением на болт, каплевидный пульт. И все это в 2 раза дешевле, чем у аналогов. Такой шедевр технической мысли могли придумать только инженеры Нидсфор. Посмотрите, какие они умные. Каждый второй в очках, а внизу целых 6 сертификатов. Возьмем фирменного мойщика окон Нидсфор W5, покрутим со всех сторон, потестируем в полевых условиях и постараемся понять, за что инженеры компании получили свои сертификаты. Нидсфор W5 приехал в фирменной коробке с русскими надписями. Начало неплохое. Посмотрим, что внутри. Мойщик с логотипом Нидсфор. Выглядит оригинально, изучим позже. Пузырек с распылителем. Кольца для салфеток. Их нужно будет закрепить снизу. Часть шнура питания с адаптером. Подробности в стоп-кадре. Часть шнура с евровилкой. Страховочный трос с карабином. Каплевидный пульт в стиле Xiaomi. Батарейки, чтобы не бежать в магазин. Мопики, стянутые картонным кольцом. Всего 6 пар. Правила безопасности, причем не какие-нибудь, а важные. Краткое руководство по использованию на обратной стороне. Книжечка для тех, кто любит читать. И конверт с церемонии «Оскар». Приз в номинации «Лучший мойщик окон 2024 года» получает... Ладно. Здесь всего лишь визитка компании с телефоном горячей линии, если что-то пойдет не так. И отдельное письмо покупателю, которое начинается словами «Уважаемый господин». Приятно. Еще и фирменный брелок для ключей. Все, теперь даже я готов закрыть глаза на то, что в комплекте всего 12 салфеток, что нет запасных колец и моющего средства в пузырьке. Комплектация хорошая. А если вам чего-то не хватает, добро пожаловать на маркетплейсы. Характеристики на экране. Здесь все стандартно. Особого внимания заслуживает разве что стоимость. Всего 12 тысяч рублей. Как для робота с 2 распылителями, это просто... Ну, а если вы хотите мойщика вообще бесплатно, заходите в телеграм-канал Best Robot, где раз в месяц среди подписчиков мы разыгрываем какую-нибудь вертикалку или робота. Для участия в розыгрыше нужно подписаться и нажать кнопку «Участвовать». Подборки и детальное сравнение, горячие цены и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале Best Robot. Ссылка в описании под роликом. Форма корпуса классическая, продолговатая с закругленными торцами. Пластик на лицевой стороне матовый, чтобы не собирал отпечатки. Кромки обманчиво приподняты. Такое впечатление, что сюда должна вставляться какая-то панель, которую просто не положили в коробку. Думаю, первый сертификат получен за оригинальный дизайн. Под серой пробкой прячется бачок вместимостью 60 мл. Чуть ниже кнопка запуска с индикатором рабочего состояния. До нее можно дотянуться указательным пальцем, что весьма кстати, когда робот ползает снаружи. Еще ниже решетка динамика. Nidсфор W5 не говорит ни на каких языках, а просто пищит в аварийном режиме. Хвостик со штекером несъемный, он закреплен внутри корпуса. Отверстие под хвостиком предназначено для страховочного троса. На другом торце мойщика находим окно с приемником сигналов пульта. По бокам я рассчитывал увидеть ультразвуковые распылители, но здесь только углубления для пальцев и выдувные решетки. Распылители вынесены под днище, и это однозначно сертификат номер 2. Потому что сопла распыляют жидкость вплотную к стеклу. Разлетно обработанные зоны исключаются, зависимость от ветра уменьшается. Очень грамотное решение. Салфетки необычные. Снаружи мохнатые, а внутри безворсовые. Для чего так сделано, сказать сложно. Может быть, чтобы не было соблазна вывернуть наизнанку и использовать повторно? Если есть другие версии, пишите в комментариях. Толщина корпуса Нидсфор всего 78 мм. Подойдет для зарешеченных окон, а может даже для двухрамного остекления сгодится. Впереди испытание робота на окне средней степени загрязнения. Но сперва нужно подготовить помощника к работе. Для этого шнур с вилкой вставляем в адаптер, который в свою очередь соединяем с хвостиком пылесоса. При подключении к 220 под кнопкой загорается белый индикатор. Во время уборки моргает зеленая лампочка, а в аварийном режиме – желтая. Пока робот заряжается, можем залить в бачок воду. Туда помещается примерно половина пузырька. Не забываем плотно закрыть пробку. Болтик страховочного троса завинчиваем в резьбу на торце корпуса. Продуманное крепление, сертификат номер 4. Второй конец привязываем к надежному основанию. Безопасность превыше всего. Заряжаем батарейки в пульт. Сейчас с его помощью проверим функции Нидсфора. Колесо со стрелками предназначено для ручного управления. В какую сторону нажимаем, туда и едет. Но удобнее просто нажать кнопку по центру и включить автоматическую уборку. Выбирать траекторию нельзя. Робот действует по одному алгоритму. После запуска находит правый верхний угол и, начиная от него, проходит всю площадь поперечными зигзагами.
Зато у Nitsvar W5 есть регулировка влажной уборки, за которую инженеры получили свой 5-й сертификат. Средняя кнопка включает-выключает подачу воды, а кнопки по бокам повышают или понижают интенсивность смачивания. Еще есть точечная уборка, взад-вперед на одном участке. И уборка с двойным проходом для сильно загрязненных поверхностей. Кнопки принудительного пшика нет. Предполагается, что робот будет смачивать стекло без участия пользователя. Мобильное приложение тоже не предусмотрено, хотя для меня это недостатком не является. Мне больше нравится управлять пультом. Окно, которое будет чистить Nitsvar, месяц назад мыл другой мойщик, поэтому оно не очень грязно, но все равно привести его в порядок не помешает. Первый этап, как обычно, сухая уборка. С этой задачей робот справился легко. С первого же проезда собрал всю пыль, и стекло заблестело. Из минусов могу отметить отсутствие индикации типа уборки. Робот пищит, а какой тип уборки включается, непонятно. Когда я запустил мойщика, оказалось, что он работал в режиме влажной уборки, и прежде чем я успел ее отключить, немного воды уже оказалось на стекле, из-за чего по итогу в нескольких местах остались грязные разводы. Салфетки сделали свое дело, у них коричневая окантовка. Заряжаем новую пару и запускаем влажную уборку с двойным проходом. На максимальном уровне смачивания Nitsvar брызгает воду на каждом повороте мопика, в 3 раза чаще, чем у аналогов. Едет вправо, брызгает из правого распылителя, едет влево, брызгает из левого. Никаких проходов с сухой салфеткой. В этом главное преимущество роботов с 2 распылителями. Автоматического смачивания оказалось достаточно, чтобы убрать разводы и остатки грязи, хотя на очень грязном окне может потребоваться дополнительное распыление пульверизатором. Смотрим итоговый результат. Стекло совершенно чистое. С профилактической уборкой справился на 97%. Даже вдоль штапиков неплохо промыл. Но, как обычно, осталась грязь в углах, куда салфетка не заезжает из-за круглой формы. Из минусов могу отметить периодические сбои в навигации. Иногда робот отказывается ехать к верхнему краю рамы и начинает убирать нижнюю половину окна. Но с повторного запуска он осознает свою ошибку и делает все правильно. Касательно уровня шума все стандартно. Внутри помещения до 75 дБ. Снаружи все зависит от шумоизоляции пакета. В моем случае до 49 дБ. Если вы ждете гостей, можете смело отправить Nitsvar на зеркало в прихожей. С обрывов не падает, вычищает все пространство от угла до угла. Правда, на зеркале лучше ограничиться только сухой уборкой, иначе останутся следы по краям и отпечатки салфеток в точке запуска. На плитке такие погрешности незаметны. Отмыл все четко, следов не оставил, стыки прошел без проблем. Отключения электричества можно не бояться. На этот случай предусмотрен аварийный режим. Мойщик переключается на встроенный аккумулятор, прекращает мыть и направляет все силы на то, чтобы удержаться на поверхности. У вас есть 25 минут, чтобы перенести его в безопасное место. В крайнем случае сработает страховочный трос. Подведем итоги. Все сертификаты Nitsvar W5 получены по делу. У мойщика продуманная конструкция с низким положением форсунок, необычный дизайн и тонкий корпус. Робота приятно держать в руках и готовить к работе. Управление простое, без выбора траектории, зато можно настроить интенсивность смачивания. На максималках она действительно высокая. Мойщик хорошо показал себя во время профилактической уборки окна, а вот на зеркальной поверхности оставляет следы. Это важно учитывать при выборе. Есть и другие недоработки, но они с лихвой компенсируются низким ценником. У робота практически нет конкурентов в этой ценовой категории. Перфекционисты проходят мимо. Все остальные обращают на эту модель самое пристальное внимание и берут на карандаш. После Nitsvar W5 мне даже захотелось потестировать какой-нибудь робот-пылесос компании. Например, Nitsvar X600. Как вам такая идея? Пишите и жмите что-нибудь под роликом. И до встречи в новых обзорах!